Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Ну что мы тут видим? Что? Какие легендарочки? На самом деле очень вкусные легендарочки мы здесь видим. И реликвии тоже такие прикольные. И что ж мы будем сегодня делать? Ну, во-первых, можно попробовать поиграть через Жезл Кира. Попробовать через Троллей сыграть фуловых, через, соответственно, Хекс, через Гримтача, через Свич Доктора, через Луну, естественно, как мейн керри. Либо же что? Есть как бы дракончики, есть лич. На самом деле, мне хочется попробовать комбинацию лич плюс нежить плюс драконы. То есть у меня будет 3 мага, у меня будет 9 нежити, будет 3 охотника. Наверное, если я, конечно, их не скипну, этих охотников, потому что через охотников я особо как бы играть не хочу в нежити. Но как для старта, в принципе, может быть и пойдет. Ну, короче, пока, наверное, как-то загадывать... Короче, пока, наверное, как-то загадывать слишком рано. Поэтому что? Правильно, подождем немножко времени, посмотрим, что у них будет идти, и от этого будем отталкиваться. И, ребят, хочу немножечко, так скажем так, пожаловаться, потому что начала жара. Начало жара. Как вам? Нормальная такая формулировка фразы. Короче, началась жара. Я просто таю, как мороженка. Да... Селедочка у меня 2 штучки пришло. Может через воинов стартануть? А чё, в принципе, это идея. Можно реально попробовать через воинов стартануть. Может в баню эту луну, может в баню этот Жезл Кира, просто взять спокойно и идти в уровень. Брать себе 10-й, брать, перестраиваться в нежить. Конечно, тут есть импресска и шанс того, что здесь появится инсектоид, ну, нереально огромный. Не знаю, короче, ладно, тут вот селедочка пришел, короче, стартуем через селедочку и стартуем, скорее всего, через... стартуем, скорее всего, через что? Через нежить, наверное, стартанем. Что-то как-то мне нежить нравится, потому что она мне, во-первых, идет. На самом деле, я не хотел кристалл плюс 50, я хотел, чтобы мне Мьёльнир упал. Маленькие такие молнии 2-го уровня. Майлшторм, как его называют. Ну, он так и называется, в принципе. Но я называю его Мьёльниром. Мьёльнир младший, вот я его так называю. Ну, короче, на самом деле можно в действительности попробовать будет играть через нежить, потому что, ну, есть Лич, есть Джекира, и нежить мне, по идее, идет. Ну, по крайней мере, то, что я увижу сейчас. Надо посмотреть, конечно, чуть дальше, что будет, но... как бы, ну, в принципе, уже идет. Не знаю, мне как по мне идет. А вот как оно сейчас будет, посмотрим. На самом деле, реально хотелось Майлшторма, чтобы упал бы. Я бы в селедку его запихнул, у него 200 урона с руки, он бы под Майлштормом бы больше имел скорость атаки и просто бы нормально еще и сильнее наваливал. Куплю нежить, короче, попробуем. Я думаю, все-таки стоит попробовать сыграть через нежить. Вот думаю, все-таки стоит сыграть через нежить. Вот что-то у меня такая чуйка, что нужно попробовать сыграть через нежить. Не знаю, хочется, конечно, Паджика взять, но он такой бесполезный персонаж, по мне. Ну, типа, он не совсем бесполезный, просто у него есть такие минусы, как, смотрите, если он начнет притягивать, и во время притягивания он сдохнет, он не нанесет свой стан. Плюс выше двойки собирать его не собираюсь. Его как бы можно будет там скомбинировать с Гримтачем, но зачем оно мне надо, правильно? Не знаю, короче. Давайте просто вот наблюдать за тем, что будет приходить, и от этого уже будем отталкиваться. Правильно? Я думаю, правильно. Через воинов стартануть? Ну, в принципе, окей. Через воинов можно. Я не против, на самом деле, через воинов стартануть. Воины дадут мне такой более-менее лайтовый старт. Я, в принципе, буду более-менее себя хорошо ощущать. Но, конечно, бы селедки вот молнии 2-го тира очень зашли. Типа у него тычка 190 с руки 2-го уровня. А под... неплохо. А под Мейлштормом у него было бы и увеличенная скорость атаки, и, в принципе, нормально так бы наваливал, накидывал. Пока что поставлю орков, а потом перестроюсь в нежить. Но пока хорошо идет. Пока что я доволен. Пока что я доволен тем, что мне так нежить идет. Главное, чтобы мне нежить хорошо пришла со старта. Но самое главное... это чтобы не Лич пришел в 2 звезды. Я примерно даже знаю, как его закерить. Смотрите. Ну, я думаю, все и так прекрасно поняли, как его закерить. Естественно, через маг-дамаг.
То есть, мне нужен будет посох 3-го тира, мне нужен спел призм, и мне нужен агоним. Ну и в идеале, конечно, чтобы драконий рог еще был. Ну еще можно, знаете, чтобы кристалл Геральда у меня был. Ну чисто такой, ну может навык какой-то стыри, такой полезный, допустим, там, ну если будет кого-то квапа, то естественно там скилл квапы, который будет накидывать, естественно, свой безрушие. Это будет прикольно на самом деле. Лич закастовал свои каски, пока он все в КД, то, соответственно, он еще и крикнул немножечко, так чисто боевой клич, и сразил всех на повал. Там двоечек уже так довольно-таки достаточно. Ладненько, ладненько. Я, наверное, все-таки возьму 5-й и что? Я Абаддона поставлю. И, наверное, ему кристалл мана плюс 50 дам, потому что, как бы... Способность селедки в 120 урона я не особо верю в этот станчик плюс замедление. Ну, как-то не особо я в это верю. Раньше, на самом деле, селедка, как по мне, был лучше. Он давал минус броню в таргетную цель, и там минус брони было, ну извините меня, закачаешься. Там сколько, минус 20 или минус 25 брони на втором уровне было. Ну, прикиньте, минус 20 или минус 25 брони, и у вас просто начинает эта селедка в 190 урона мутузить. Да она вас порвет. Это жесткий персонаж. О, тут мне вынесли, по-моему. Да? Или не да? Или не да? Я еще и вынес. Обалдеть. Вот это да. Серьезно, я думал, что я проиграю. Войны тоже как бы неплохо идут. Я, наверное, кстати, поставлю эгиду. Может поставить вместо Абаддона резака. Чаще будет крутиться, соответственно, хпшка будет повышенная. Эгиду я поставил, если что, не... А, так, понял, Лина в 2 звезды. Понятно, ясно, окей. Лина... Ой, Лина. Эгида в 2 звезды... Фу, 2 звезды. Посмотрел на Лину, все, у меня весь мозг в Лине. Просто обожаю Лину как персонажа, на самом деле. Сильный такой герой. И просто обожаю ее. Ну вот и все. Просто яички бы подкатил. В общем. Эгида, она хороша. Во-первых, у меня сейчас повышенная хп, во-вторых, она воин, в-третьих, ей не надо мана. Все. В принципе, эти плюсы я озвучил, и если Эгида мне в 2 звезды придет, то, в принципе, будет все вообще шикардос. А мне еще и Джаггер пришел. То на самом деле мне и так неплохо пришла нежить. Вместо Акса поставлю. Хотелось бы, конечно, чтобы не Тускар пришел в 2 звезды уже наконец-то. Было бы идеально. Я бы его поставил бы, у меня было бы 2 звезды, 2 фигуры в 2 звезды. Хотя на самом деле Тускар он не особо такой сильный в 2 звезды. Особенно на этой стадии. Интересно, смогу сбить винстрик этому молодому? Если собью ему винстрик, это будет идеально. Я, наверное, Акса продам и все-таки возьму Траксу. Так, молодой с винстриком пришел. Ну... По ощущениям вроде должен забрать. Да, нормально, забираю. Но я не удержался, чтобы не посмотреть вот на свой винстрик. Чтобы посмотреть там, что у меня ну, плюс 2 написано. Вот не удержался я посмотреть. Не удержался. Ну, простите, ну, простите. Но не смог сберечь интригу до конца. Надо было посмотреть. Вот мне очень интересно было. Омник, Лина пришли. Обалдеть. Может, тупо нежить поставить уже. В общем, будем играть здесь в этой каточке через Лича. Будем играть через Лича. Я надеюсь, что это придет мне. Потому что мне очень он нужен. Мне в целом хоть какое-то усиление необходимо. Довольно-таки хорошее. Надо сейчас будет посмотреть, что мне за реликвия пойдет. Ладно, короче, я не буду брать Паджика, передумал. Передумал брать Паджика. Давайте сейчас посмотрим, что уже за реликвия мне придет. Короче, если что, еще раз передумал. Не хотел это, конечно, озвучить вслух, потому что это звучало бы очень странно, но все же не смог определиться и все-таки подумал, что Паджика я все-таки возьму. Это есть хорошо. Это есть очень хорошо, поэтому что правильно, ставим вот так вот таким вот образом, получаем баф нежити. Надо реликвию рандомнуть. Я думаю, рандомнуть реликвию. Типа сумка пандамана это круто. Ну ладно. Ладно.
Я надеюсь, что этот шлем Ареса мне очень поможет в этой катке. По крайней мере, я хочу в это верить, потому что я не хочу думать и ощущать то, что это будет бесполезный предмет, точнее, бесполезная реликвия, которая у меня проявляется с 10 раунда, наверное, до 25 плюс. Я не хочу об этом думать. Я уже 1000 раз говорил о том, что когда так рано приходит этот шлем Ареса, как мне это useless. На 20 раунде можно, чтобы она приходила. Но на 10 она как-то, ну, очень грустно смотрит. Сейчас мне еще Лина развалит кабину и будет вообще шикарно. Повезло. Повезло сохранить свою честь и винстрик. Так, пока что нормально. Идем в деньги. Идем в деньги. Кстати, ребят, минуточка рекламы. Реклама, если что, моего телеграм-канала. Вдруг кто не знает, то в описании под этим видео, в комментариях под этим видео есть ссылочка для перехода на мой телеграм-канал. Там я пишу обновление игры, веду свой небольшой личный блог, пишу, когда у меня стримы, а также у меня там есть чат комьюнити. Поэтому что правильно, подписывайтесь, не стесняйтесь, присоединяйтесь. И если сейчас смотришь, поставь лайк и коммент, соответственно. Поставь лайк и коммент. Я думаю, я заслужил. Я думаю, я заслужил. Так, ничего себе тут дубликатиков. Ничего тут себе дубликатиков. А ну-ка, еще. Ой, хорош. Тупо не дал цветкам, если что, прыгнуть. Тупо не дал цветкам прыгнуть, и все. И все. И жизнь малина. На самом деле, мне нравится то, что у меня есть винстрик. Его бы сохранить до раунда так 20 плюс. Я же говорю, мне идет очень жестко как-то по нежити. Очень жестко идет. Пока что я доволен. Еще бы я не был доволен. У меня 13 раунд. 3 двойки. Ну, конечно, можно было бы побольше. Но у меня 3 двойки. У меня 100 хп. У меня винстрик 8. В идеале бы, чтобы у меня был хаотичный договор, это было бы вообще идеально. Но не тут-то было. Не тут-то было. Короче, как мы поступим со шлемом Ареса? Надо выйти максимально в уровень. Не, ну я, конечно, все понимаю. Я не хочу ничего сейчас так, ну, жестко говорить, но... Каким образом ты нашел мартретку себе в 2 звезды на 5 уровне? Я уже забыл, когда я такое видел. Ей-богу. Ладно. Это такое. Не знаю, поставить этого жреца или все-таки банши. Типа, жрец пока что в единицу не очень сильный, хотя на самом деле и банши тоже не очень сильна. Ладно, короче, пока что пусть стоит банши, закинул ее кристалл плюс мана, чтобы она сразу инкастово кастовала свою способность. О, кстати, знаете, что здесь будет? Там будут охотники через мантию. Там он, молодой человек, собирает охотников, собирает мартретку, и это значит, что будут здесь охотники через мантию. А ты кто такой? Ты убийца? А можешь не убивать, пожалуйста? Оформи заказ на другого, пожалуйста. Не души. Ну не души. Ну дай пожить. Я так хотел еще пожить пару раундов со своим винстриком, а ты просто падло. Хотя бы вот эти вот пару раундов пожить. Ну ничего, я к тебе приду, убийца. Ну, готовься, готовь. Мыль 5-ю свою точку, потому что я к тебе приду, и это будет очень приятно. Тебе уж так точно понравится. У нас будут сегодня с тобой такие ролевые игры, что ты обалдеешь. Таких ролевых игр у тебя в жизни не было. Поэтому будешь наслаждаться по полной, когда я к тебе приду. Готовься. Брей ноги, я в дороге, как говорится. Ох, ну, я ему порву. Просто я его порву. Не, на самом деле, если он перестроится в инсектоидов, то, скорее всего, он меня порвет. Если, конечно, я лича себе не соберу такого, которого я хочу, то... Короче, если собираю лича, которого я хочу, то им Габелла, Изабелла. Но, если я не собираю лича, которого я хочу, то, естественно, будет мне Габелла Изабелла. Мейлшторм, отлично. Усиление, естественно. Когда бы еще усиление пришло? Мне бы на самом деле, конечно, бы Муэрту бы найти. В идеале бы это, конечно, было. Но Муэрта, судя по всему, и пахнуть даже не будет. Могу, конечно, сейчас поставить 6 нежити, что, наверное... Ну, не знаю, хочется как бы это сделать. А вообще хочется и не делать, потому что... Я тогда провтыкаю баф охотников, и у меня сейчас main damage dealer это Тракса.
Мой дилер дамаги — это Тракса. Хотя на самом деле у меня и нюк хороший. В общем, давайте я расскажу вам про плюсы нежити и про минусы нежити. Вот плюсы нежити. Минус 40% хп, огромный спам. Если все хорошо идет, то вы очень много будете наносить в табло. Подождите, я сказал минусы или плюсы? Короче, это плюсы были, если что. Вот. Минусы. Во-первых, если будешь играть через Фискерия, у тебя мало выбора. Это либо Муэрта, либо же, соответственно, Тракса. Выбор, конечно, ну, сами понимаете. Играть через Спектру — это то же самое, что сыграть, не знаю, во что. Да, спасибо. Спасибо. Спасибо, башка. Я к тебе тоже приду, готовься. Так вот, играть через Спектру — это, наверное, последнее, что можно делать в этой игре. Вот честное слово. Это последнее, что можно делать в этой игре. Я бы на самом деле не играл через Спектру от слова совсем. Слишком уж плохая Спектра. Да, если вы 1-1 остаетесь, то вы можете, соответственно, играть через Спектру. Но если вы остаетесь, допустим, там против толпы, то Спектра вряд ли затащит против толпы. Я сколько раз уже, ну, играл через Спектру. Я даже ее в тройку собирал. Даже есть энергию Киры давал. Но я способность максимально юзлесс. Серьезно, меня антимаг в одну звезду перебивал... Ой, в одну звезду. В 2 звезды перебивал ничего делать. Потому что у Спектры есть мана. Ну, короче, мое мнение таково, чтобы я лучше не играл через Спектру. И вам советую не играть через Спектру. Не делайте Спектру мейн дэмэдж дилером, если вы не играете против одного единственного керри. То есть, допустим, вы там остались с Торлем 1 на 1. Тогда да, тогда можно Спектру керри, потому что тогда у Спектры будет их 2 дамаг по таргетной цели. То есть, она будет бить цели, если вокруг фигуры в радиусе одной клетки ни одной фигуры союзной не будет, то он, соответственно, будет наносить двойной урон. Да, в этом случае это круто, но ее иллюзии Спектры, то они очень слабые. Они очень мало дают дамаги. Да, там спам как бы есть, но если они будут стоять по краям фигуры, то, соответственно, Спектра закастует свою способность, и эта способность улетит в никуда, потому что иллюзии будут пропадать. Разработчики до сих пор этот момент пофиксить не могут, у них проблем нет, никогда и с головой тоже у них проблем нет, и шапочки из фольги у них тоже нету, хотя я думаю у них там, знаете, с тройной обивкой, так вот шапочка из фольги, вот, ну, прям то, что доктор прописал. Короче, я думаю, вы поняли меня. Вот, и по минусам нежити. Во-первых, кто вас может законтрить? Инсектоид, естественно, зверь через суммоны может спокойно переспамить. Один антимаг может весь билд порвать. О, спасибо за Муэрту. Всего лишь 19 раунд, спасибо за Муэрту. Вот. Сбился немножко. Сбился немножко вот этой вот Муэртой. Один антимаг может порвать всю синергию нежити. От А до Я. Вот спокойно может ее порвать. Почему? Потому что, смотрите. Так, ладно, сейчас секундочку куплю ее. Все-таки это сейчас забуду еще и начало раунда. Вот. И вот так вот сделаю. Вот таким вот образом. Все. Шикардос. Плюс 20 хп регена получил. Прекрасно. Я считаю, замечательно. Вот. И один антимаг может порвать всю нежить, потому что у всей нежити есть мана. И все. И все. Вот и делай потом, что хочешь. Вот хочешь танцы с бубном делай, хочешь танцы с бубликом делай, хочешь танцы с пером в 5-й точке делай. Вообще без разницы, что ты будешь делать, потому что реально один антимаг может спокойно порубать всю нежить. Потому что у всей нежити есть мана. Есть мана, соответственно, ты получаешь в табло. Вот, кстати, применение шлема Ресу сейчас сделал. Смотрите, идеально. 8 уровень взял, шлема Реса юзнул. Погнали. Ставим ставки. Придет мне моя легендарная фигура, которая мне необходима. И вообще, придет мне либо какая-то легендарная фигура. Я верю, что... Нет, не придет. Верю в то, что мне не придет легендарная моя фигура, которая мне нужна. Вот. И все. Просто верю в то, что мне не придет моя легендарная фигура. Ну, такой я вот. Ну, такой вот и все. Кстати, как пасочки покушали? Как мяско покушали? А? Я себя тоже немножечко порадовал. Возьму гоблинские монеты. Да, конечно. Зря, наверное. Зря я взял гоблинские монеты. У меня шлем РС активирован сейчас. И я бы хотел, на самом деле, чтобы у меня шлем РС немного поработал. Но пока что мне ХП позволяет. Я буду брать уровень. А там уже буду отталкиваться от того, что будет, соответственно, происходить в течение катки. Самое главное, чтобы этот баф гоблинов у меня сейчас не просто так появлялся. Самое главное. Я больше всего этого опасаюсь, то, что мне появляется
баф гоблинов просто так. 3 палки. Ну, чтоб мало не казалось, 3 палочки. Выручалочки. Так вот. Надеюсь, баф гоблинов у меня не... Ой, баф гоблинов. Реликвия гоблинов не проваляется просто так у меня там. Я очень этого опасаюсь, потому что это юза с реликвией тогда будет. Надо было, наверное, что-то другое брать. Что-то я уже так подумал, что... Ну, вряд ли у меня получится, потому что на 30-м раунде это уже будет лезть ситуация. И если у меня будет мало хп, то, естественно, я ж не буду сидеть венками, я полностью сролюсь. Я, короче, как-то так сейчас поставлю, чтобы у меня был Doom. Да, у Дума там будет минус 40% хп, но, тем не менее, он может закастить один раз свой Doom. Один раз закастить свой Doom равно импакт внес. Все. Плюс есть, как бы, чернокнижники. 20% хп регена — это вам не шутки. Так, в кого? Фуриона он закинул. Хорошо. Импакт есть. Однозначно есть. Пока нормально сносим. Надо брать дальше уровень. Удивлюсь, если мне реально придет ранняя легендарка. И я больше удивлюсь, если придет мне нужна легендарка. Понимаю. Понимаю. Чел проиграл винстрик. Понимаю. Не успел ты дождаться меня, да? Вот так вот. А ты обещал то, что ты мне дождешься. А по итогу вот откис вот этого вот молодому человеку. Обещал, что дождешься. Вот так вот. Балабол. Балабол обыкновенный, и все. Как еще можно назвать этого человека, правильно? Да никак. Просто на словах такой. Ну, чела вон антимаг, если что. Нормально. 7-й уровень, все дела. Клянусь. Мне бы, если б я начал на 7-м уровне ролить, знаете, кто бы мне пришел? Не антимаг. Я думаю, сами прекрасно понимаете, что мне бы пришло. А Балтецкий, и не на 28. А на больше. Мне бы такой Балтецкий завод приехал. Ух. На самом деле, вот этот чел может сейчас даже на винстрик стать. Потому что у него есть такой лютый антимаг. У него и так винстрик 3. Вот весь мой стол он может спокойно порвать со своим антимагом. Спокойно. Просто антимаг в 2 звезды. Да, он там сейчас без шмота, но только он перекинет туда шмотки, то все там будет такая лютая поплава, что ну его в баню. Там чел еще пытается полностью сролиться и найти все-таки мантию. Пока что не получается. Но найдет мантию, то тоже будет поплава небольшая. Но хотя у него там хп немного. 27 хп, 0 монет. Может ничего и не произойти. Может ничего и не произойти. О! Жалко, что у меня не фуловая нежить. Я его так приколол. Я думаю, он был бы счастлив. Понял, спасибо. Понял. Понял, принял, не дурак. Может, так только не так глубоко. Пожалуйста. Я ему еще и винстрик отдал. Да. А нежити фуловые у меня не мам. Зато Doom идет. Некрам. Ну, не хочу я вингу брать. Она будет мертвым грузом у меня висеть. Типа, зачем мне эта винга? На самом деле хочется выйти в 50 монет. Как же поступить? Выйти в 50 монет или не выйти в 50 монет? Так, тут чел на эльфов играет через мортретку. Так, пуджику уберу, короче. Выйду в 50 монет лучше. Плевать. А в кого ты Doom закастил по итогу на конечный результат? А, ну он, скорее всего, фуру и закастил. Просто там из-за его внешки там не видно, что Doom кастанул на фуру. Маги там О, да! Все, ребят, импакт шлема Ареса найден. Импакт от шлема Ареса обнаружен. Все. Лич у меня есть. Можно поролиться и попробовать найти лича в 2 звезды. Можно как бы это сделать. Но хочу ли я этого делать? Не знаю. Ладно, смотрите. Что мне сейчас надо? Мне нужен посох 3-го тира. Обязательно. Нужен посох 3-го тира. Потом я, наверное, буду ролиться и находить себе
Что мне находить? Агоним на... Только, пожалуйста, не упади. Чтоб тебе не упал сейчас... Чтоб тебе не упала сейчас мантия. Пожалуйста. Мартрав 3 звезды, это больно. Эти жрецы собрались. Так, возвратка 50% есть. Ну, естественно, посох 3-го тира. Куда же без него? Драконий рог это, конечно, круто, прекрасно, но посох 3-го тира я верю больше. Фух. Отлично. 9 нежити на связи. И теперь вопрос. Ролится дальше? Или не ролится вообще? Я, наверное, уровень буду брать. Я хочу сыграть на гарантию, поэтому я возьму уровень сейчас. Попробовать агоним найти или не попробовать агоним найти? Ну, то, что, о чем я говорил. Учила метаморфоза, через антимагов 2 звезды катает. Нормально. Спорим, он сейчас без шмоток нанесет больше урона, чем любой мой персонаж. Да и в целом даже его любой персонаж. Мне надо огромный лич, чтобы спокойно законтрить этого антимага без единого шанса, грубо говоря. Там Марс еще в 3 звезды. Да, девочки, у нас есть проблема. А вот антимаг, здорово. Лич не успел заказать свои каски. Вот это плохо. Ой, как плохо. Ну ладно. Ладно. Антимаг без шмоток нанес 3700 урона, а Марси со шмотками нанесла 4500. Просто я не вижу... Я не знаю, в кого он еще там закинул шмотки. Там Марси по-любому керри. Так, еще дух. Точнее, медальончик пригодится. Медальончик нам пригодится по любасику. 9 убийц. Не понял. Марси без шмоток, антимаг без шмоток? А кто туда... А, все понял. Все понял, не дурак. Марси керрит, как я и говорил. Ну, чисто синкбаут. 6 магов это проблема, но не проблема. О, а вот это истинная проблема. 6 охотников. Через мартретку, через мантию. Дай бог, чтоб не срабатывали тычки так часто. Дай бог. Фух. Жалко, у меня нету Винстрика 5. Я бы его Винстрик 5 забрал бы с удовольствием. Это было бы вкусно. На тебе минус сколько? Минус 20. Пойдет. Минус 20 хорошие цифры. Надо брать. Правильно? Минус 20 это хорошо. Минус 20 это то, что доктор прописал. Я, кстати, наверное, на последние деньги выйду в уровень 10. Попробую поролиться. Может быть, не повезет. Может быть. Сейчас посмотрим с этим магом, что произойдет. Потому что маг там довольно-таки тоже серьезный. Но по идее я его должен вынести. Самое главное раскаститься. Только раскастюсь, то будет все хорошо. И если честно, я не отказался от рейда ночных зверей. Двойные шмотки мне всегда бы пригодились. Причем если там пачка нападает шмоток, допустим, драконий рог упадет, который мне необходим. Фу. Так, вот маг пришел. Давай прокаст. Банша вообще сейчас не дамажит. Надо было, наверное, все-таки в Абадона перекинуть шмотки. Я думаю, потом больше надамажил. Я еще и ему проиграл, обалдеть. Тракса. Ай-яй-яй. Ладно, я выйду из инкама, короче. Я выйду из инкама и, наверное, на последние деньги постараюсь поролиться. Вдруг повезет. Ну, была не была. Отлично, есть. Давай, еще, пожалуйста. 7% шансов мне на легендарную фигуру, пожалуйста. Так, этот нам надо вместо паджика, естественно. Ну, пожалуйста. Давай, на последние бабки. Ну, 7% шансов выпадения на легендарочку. Давай. Иди в баню, Тракса.
М. Попробую закерить сейчас Абадона. Ой, понял. Тут ничего не поможет сейчас. Хотя я его так нормально продамаживаю. Ладно, не нормально я его продамаживаю, слабо. Слабо дамага. Очень слабо дамага. Так, так, отлично. Я там челика вынес одного, у которого башка была 59. Да. Ну что? Контент пошел, так единственное, знаете что? Что у меня реликвия, награда за гоблинов-то провалялась просто так. Еще Бадона бы в 3 звезды найти, это было бы идеально. Я думаю, попробовать стоит Аганим найти. Сейчас посмотрим, что мне упадет за реликвию. И я попробую, наверное, Аганим найти. Хочешь, не хочешь, но надо пробовать, как по мне. Правильно? Правильно. Но там опасно. Там опасно, потому что... А чё Вайпер в 3 звезды там? Опасно тут смотрите. Хотя не, 1 хп остался у этого охотника. Отлично. Значит, он может вылететь. Причем... Скорее всего, он попался против вот этого вот эльфа Марсия, который с щитом 5-го тира, просто себе ваншотнул. Вот и все. Вот вся история, как бы. Вот как бы и все. Что мне упало? Да, хорош. Мастерская бума. То, что доктор прописал. Будем аганчик искать. Будем искать аганчик. Уклонение мы оставим. А давай мне сейчас еще следующий ролл. Мне падает спеллпризм. И вообще все идеально. О, Некор. Я тебя так долго ждал. Я так долго тебя ждал, ты молодой мой. Мне теперь нужен Джакира. Для полной картины мне не хватает сейчас тупо Джакира. Приходит Джакира. И все. Но то, что у меня награда за гоблинов провалялась, это, конечно, поплава. Надо было так не делать. Но если бы я не вышел из инкама и не попробовал бы наролить, то я бы не наролил, скорее всего, Лича. Я бы сыграл жадно и жадно бы откис. Я еще в свой стол не особо верю. Надо расстановку, кстати, поменять, потому что там Рики. А Рики может свою тучку неприятную накинуть. Будет вонять. Мне нужен спеллпризм. Аганим у меня есть, посох 3-го тира есть, мне нужен спеллпризм. И рефрешер идеально. Спеллпризм плюс рефрешер. Против убийц у меня, кстати, есть, если что, возвратка 50% урона, чистого причем. То есть я каждый крит первый могу вернуть на 50%, и он, соответственно, может сдохнуть. Что он и сделал. Я тебе говорил, Бриноги, я в дороге. Я к тебе пришел, и минус 20 плюс я тебе дал. Все. Ищем Джакира. Давай еще так Джакира налегке сейчас найдется. Давай еще так Джакира налегке найдется. Давай. Давай, мама любит... Я то сейчас таблетки не выпил, понимаете, у меня сейчас мозг поплавится, я сейчас там буду начинать песни петь, все такое. Тут маг, конечно, маг мне не нравится. Но больше всего мне не нравится вот этот вот типочек, который на 7 уровне имеет, если что, Марси в 3 звезды и антимага в 2 звезды. На 7 уровне шанс 7%, если что, на фиолетовую фигуру. Я бы вечность искал на 7 уровне. Хотя на самом деле, что мне жаловаться, я Лича сейчас нашел 2 звезды. Но тоже, Лич или антимаг. Но с такими предметами, как у меня сейчас есть, это, скорее всего, мне бог рандома улыбнулся и просто дал мне такие предметы, типа, чтобы я не ныл. Так что, да, главное сейчас не сдохнуть. О! Вы это видели? Мартретка сама себя ваншотнула. Спасибо, спасибо, боже. Самую опасную цель я выключил. Я самую опасную цель вырубил просто с 2 ног. Самая опасная цель была аннигилирована. Просто знаете, почему он самая опасная цель? Потому что он мог поставить просто 4 морских и просто порвать мне 5-ю точку. Все. Да. Боже, это что за фарт? Что это за фарт? Как это называется? Может, мне еще и рефрешер упадет с первого раза? Так, Риги 3 звезд, надо быть аккуратным. Надо быть аккуратным и грамотно поставить Лича в моменте. Потому что если он закастует свою тучку, он меня порвет. Но со спеллпризмом... Сейчас будет контент, ребята. Мне тупо не хватает старого гримтача, который будет в 3 звезды, и все. Вот, во-первых, вот то тело на антимаге очень жесткий. Но... это ему может не помочь. Это ему может не помочь. А вообще он может сыграть
злую шутку на своих эльфов. На эльфов. Знаете почему? Потому что если я уничтожу всех его мейновых фигур, у него останется 2 фигуры. А ну-ка, просто минута молчания. Смотрим. Лич. Давай, Лич. Так, первые каски пошли. Вы это видите? Как же это приятно смотреть. Ой-ой-ой, сколько минус? Минус 36. А это у меня еще если что Джакира. А кто это такой у нас? А кто это у нас тут такой? А вот так вот, смотрите, теперь как я сделаю. А? Я, кстати, если что, Траксу подставил под того антимага, чтобы Траксу он бил, а не какого-то героя с маной. 2 эльфа, 1 убийца. Ребята, я так смотрю, вы там нормально так собрались. Ну ничего, я сейчас внесу свои коррективы, не переживайте. Во-первых, кстати, если прилетит первый крит смарт-редки вражеской, то она может себя ваншотнуть сразу. Потому что у меня есть предмет второго тира, это 50% возврата урона, который нанесли по вам в эквиваленте чистого. Это прям жестко. Ой, пошли каски, пошли. Боже, как это больно. Ой-ой-ой. 25 тысяч урона. Какая-то сломанная тема. Какая красота. Боже, мне сейчас тупо драконьего рога не хватает с рефрешерами. Все. Чел заходит и такой: а что это такое? Что это? Как это? Как это так? Ну да, это жестко. Серьезно, это жестко. Кстати, тут чел зашел, который, если что, топ-8 отлетел. То есть он просто решил посмотреть каточку. Ему интересно стало, какой исход будет. Ну да. Ну что, пора как бы реализовывать, наверное, награду за гоблинов. Как вы считаете? Я, короче, закину, если что, в банши сейчас все предметы. По той лишь причине, что, я думаю, она будет намного мощнее, чем Лич. Все-таки у Лича в таргетную цель не так много урона, как, допустим, у банши будет. У нее куча духа полетит, все такое. Ну вот, типа схавал. 3700 урона, норм. Че, упала? О, не, я возьму цепочку. Я, типа, верю, если что, как бы, ну, в рефрешер, да, я бы мог взять этот рефрешер. Но, знаете, больше всего я верю в то, что... А может и то найти, а ну-ка. Или может не искать. Или может искать, может хекс найду какой-то. Сейчас, секундочку. Я, наверное, попробую третий тир найти. Ребятки, мне это нравится. А это-то мне нравится. Вот так вот предмет возвратки дам ему, а себе возьму драконий рог. Там ты что, сейчас контент будет. Давай еще. Боже, чтоб мне так всегда везло. И драконий рог. Все. Я и все предметы с первого раза нашел. И Лича я не выплакивал, я просто его нашел. Боже, посмотрите, какой урон. Какой урон. Ой. Минус 42. Минус 42. Лич, получается, может. Получается, король мертвых еще не мертв. Нет, такого Лича... Минус 42. Чисто отправил в конечную. Ну, конечно, непонятно, зачем он киллил Вайпера, но эта тайна останется не раскрытой. Но самое главное, я вынес имбу одну, вторую. И я чувствую себя прекрасно. Еще классно то, что там не смог реализоваться охотник. Боже, как это красиво было. Вот теперь это лакшери. Это просто лакшери. Все. Теперь можно на нежити не играть еще месяц. Не, ну это жесткий лич. На самом деле можно было даже было брать рефрешер, не стесняться. Тупо взять реально рефрешер. Поверить вот в своего некра поболее. Надо было, наверное, реально брать рефрешер, а не цепочку. Просто я цепочку взял для того, чтобы выключить мейн-керри там. То есть и нанести как бы урон, чтобы мана сразу восстановилась. Хотя у меня был драконий рог. Короче. Наверное, все-таки, я думаю, надо было брать рефрешер, а не цепочку. Цепочка — это контроль. Я поверил в контроль и взял контроль, потому что контроля у меня как такового не особо не было. Хоть я и верил как бы в своего Лича, то, что он сможет пережить и закасить хотя бы хоть один раз касочки, свои вот эти вот чайники, не каски, а чайники. Короче,
Я сыграл немножко на сыкуна и взял вот предмет, который на подсейв. Вот и все. Я считаю, что... Ну, надо было и рефрешер брать, как по мне. Ну, типа... Короче, давайте так. Вот эту вот тему я оставлю на рассуждение вам. Поэтому, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также не забудьте оставить свой лайк и подписаться на мой YouTube канал, кто не подписан. У меня еще есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и удачи.